Здравствуйте, меня зовут Юрий Железняков, и в этом ролике мы протестируем весьма необычный тостер. Моторизированный, с крутым цветным сенсорным дисплеем. Расскажу о вещах, о которых нельзя узнать из инструкции, особенности, о которых сложно догадаться, и покажу реальные тесты прибора. Начнем с быстрой распаковки. Стиль немецкого бренда легко узнаваем. Черная коробка, белый рукав. Коробка запечатана, это хорошо. Сбоку логотип, сзади информация о модели. Внутри желтая информационная панель, сам тостер и полочка для подогрева. Снимаем наклейку, имитирующую включенный дисплей. Включаем. Красота! Но тут есть хитрость. Сенсорные кнопки только в двух нижних рядах. Если бы все иконки были одновременно сенсорными кнопками, возможно, было бы немного удобнее, но и очищать дисплей было бы сложнее. Можно выбрать тип продукта. Белый хлеб, бублик, зерновой хлеб, безглютеновый, кекс и вафли. По сути, режимы отличаются только временем приготовления. Удобно то, что мне, как пользователю, не нужно знать, сколько времени приготавливать хлеб, если я хочу сделать, к примеру, зерновой со средней прожаркой или кекс, белый хлеб с минимальной прожаркой или максимальной. Все автоматизировано. Степеней прожарки, к слову, 6 для каждого вида изделия. Я проверил все степени на обычном белом хлебе. Моторизированное опускание и поднимание тостов очень понравилось. Обойтись без него, конечно, можно, но попробовав один раз, по-другому не захочется. Это как доводчики на дверцах современной кухни. К ним быстро привыкаешь и без них уже чувствуешь некий дискомфорт. Что еще понравилось, прожарка тостов белого хлеба абсолютно равномерная. У зернового небольшое изменение степени прожарки есть. Есть и неудобства в модели. Поскольку изначально тостер делался для европейского рынка, меню на английском языке. Хотя картинки понятны, тут не запутаешься. А вот выбор продуктов, видимо, европейский. В меню, к примеру, есть бублик. Внешне он очень похож на донат. Я обошел много магазинов и пекарен в поисках этих самых бубликов, но так и не нашел бублики без глазури. Пришлось купить баранки. Прожарились они равномерно и получились очень вкусными. Никогда бы не подумал, что в тостере можно поджарить кексы. Однако такой пункт в меню есть. Проверим. Краешек, правда, пришлось отрезать, кекс был крупный. К слову, отсек действительно широкий. А еще любопытен механизм. Прибор не только опускает тост вниз, но и сжимает его по бокам, выравнивая вертикально. Так плоскость хлеба расположится параллельно нагревательным элементам, и хлеб прожарится равномерно. Есть отдельный режим для венских вафель. Я их обычно готовлю в гриле Carrera. Процесс быстрый и несложный. В тостере они немного подсушиваются снаружи, а с шоколадной пастой и латте венские вафли станут идеальным завтраком. У тостера есть два варианта подогрева. В течение 40 секунд хлеб будет разогреваться либо внутри прибора, либо на полочке. Режим дефрост – это не разморозка, а приготовление замороженного хлеба. У меня хлеб был тонкий и замораживал я его недолго, поэтому он немного пережарился. На мой взгляд, режим подойдет для более толстых ломтиков, либо для более сильно замороженного хлеба. Выводы. Плюсы. Процесс приготовления точно доставляет удовольствие за счет красивого, цветного, интуитивно понятного дисплея и моторизированного поднятия и опускания тостов. Они радуют глаз. 6 программ и 6 степеней прожарки. Тостер удовлетворит любого гурмана. Минус. Некоторые режимы ориентированы больше на Европу. Carrera ведь немецкий бренд. Например, бублики найти в магазине мне не удалось. Поэтому в России в этом режиме можно готовить баранки. Вся техника Carrera эксклюзивно представлена в сети MVideo Eldorado. Спасибо за ваше внимание.